Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Не забывайте лайкать видео, комментировать. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Чтобы вы на канале не запутались, для вас собраны небольшие коллекции узорчиков под названием плейлистов, ажурные узорчики, узорчики для шали, узорчики для палантина, значит, плотные узорчики крючком и так далее, и так далее. Поэтому заглядывайте на главную страницу канала, выбирайте нужный вам плейлист и смотрите узорчики. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, мы с ними уже работали. Так, есть узорчики на канале вот с такими ниточками секционного интересного окрашивания и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, не только такую, о которой рассказываю я, потому что все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи. Из летней, из демисезонной, из зимней. Один и тот же узорчик смотрится по-разному из разной пряжи. Ну а я сегодня расскажу о ниточках, с которой, возможно, новички еще не работали с данной пряжей. Называется она Alize Angora Gold. Смотрите, здесь получается в моточке в 100 граммах находится 550 метров. Дальше идем. По составу это 80% акрил, 20% это шерсть. И крючок нам советуют брать от 2 до 4. Как называется именно цвет данных ниточек? Видите, смотрите, Angora Gold Batik, полное название. Цвет, смотрите, 1602. Вот. И я, получается, беру крючок номер 3, потому что данную пряжу я вязала крючком номер 3. Вы точно так же берете свою пряжу, изучаете рекомендации, да, аннотацию к своей пряже, подбираете крючок согласно вашей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта, да, чтобы показать всю прелесть узорчика. Это получается 36 воздушных петелек и одну петельку дополнительно, ну, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я наберу 37 петелек, ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиков, сделаем вспомогательный ряд, потому что по узорчику нужно будет пропускать воздушные петельки. Новички могут поначалу ошибиться, да? А когда мы сделаем столбики, то уже никто не ошибется. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки нырнули и провязали столбик с накидом. И так далее. В каждую петельку цепочки провязываем столбик с накидом, сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если в моем случае я набрала 37 воздушных петелек, должно получиться 37 столбиков с накидом. Несложно, да? Вот. И вы точно так же считаете, какое количество вы набрали петелек, такое количество у вас будет столбиков. Все, несложно? Несложно. Смотрите, первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, да? А в конце ряда я вас встречу и покажу дальше узорчик. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите, накид. И сюда же в верхушку этого же столбика мы ныряем и провязываем 4 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом и сюда же 4 столбик с накидом. Угу. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2.
Пропускаем в столбиках, будьте внимательны, 5 столбиков. Итак, внимательно по верхушкам шагаем. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-й столбик нырнули за верхушечку, взялись, провязываем столбик с накидом. Такая вот картина. Поняли, да, для чего мы делали столбики? Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. Опять пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, в 6-й столбик беремся за верхушечку и провязываем 4 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, сюда же. 2 столбик с накидом, сюда же. 3 столбик с накидом и сюда же 4 столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Опять возвращаемся сюда же, на верхушку этого же столбика, и провязываем еще 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. И у нас получается вот такой вот веерочек. Угу. То есть получается в самом начале ряда мы провязали половинку такого веерочка. Поняли, да? Дальше у нас получается будут опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-й провязываем 1 столбик. Поняли, да? То есть у нас с вами будет чередование. Веерочек, столбик, веерочек, столбик. Дальше будет веерочек. 2 воздушные петельки. Пропускаем 1, 2, 3, 4, 5. И вот в 6-й получается столбик мы будем провязывать опять веерочек. 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петельки. Возвращаемся сюда же опять и провязываем точно так же. 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Угу. И вот так шагаете, получается, до конца ряда. 2 воздушные петельки. Провяжу уже вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков пропустили. В 6-й провязываем 1 столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в последний, получается, 3 петельки подъема, да, в последний столбик. Мы провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Так. И потом, получается, мы заканчиваем ряд, ну, назовем это, скажем, кромочным столбиком, как мы начинали, да. То есть сюда же нырнули, провязали столбик с накидом. Все, на этом ряд наш закончен. То есть у нас получается вот такая вот картина. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, для начала мы с вами сделаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Помните, да, мы в предыдущем ряду делали 4 столбика. Здесь мы сделаем вот в этот же наш первый столбик всего лишь только 3 столбика. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Угу. То есть сделали на 1 столбик меньше. Дальше смотрите внимательно. 2 воздушные петельки. 1, 2. Направляемся вот к нашему столбику, одиноко стоящему. И в этот столбик делаем рогаточку. Смотрите, столбик с накидом. 1. 2 воздушные петельки. И вернулись сюда же и провязали столбик с накидом 2. Вот, называется рогаточка. Угу. 2 воздушные петельки, перепрыгиваем вот в нашу арочку нашего веерочка и будем провязывать веерочек только меньше. Вначале мы провяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Потом 2 воздушные петельки. 1, 2. И опять возвращаемся сюда же и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Поняли, да? То есть получается в самом начале ряда у нас точно такой же получается веерочек, только половинка. Дальше опять рогаточка. 2 воздушные петельки. Перепрыгиваем там, где 1 столбик. И вот за верхушку столбика провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом. Рогатка. Поняли, да? То есть сейчас мы с вами будем чередовать рогатка, веерочек, рогатка. Над веерочком веерочек, над столбиком рогатка. И здесь пол веерочка в моем случае. Угу. Все, давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Давайте, несложно у вас получится.
Так, смотрите, вот наши веерочки, рогаточки готовы, да, и закончили мы ряд точно так же получается. Смотрите, мы провязываем всего лишь только 3 столбика с накидом, раз, два, три, и потом как бы кромочный, да, такой столбик, заканчиваем ряд вот четвертым столбиком с накидом. Далее 3 петельки подъема, раз, два, три, поворот. Опять уменьшаем количество столбиков. Здесь у нас было 4, здесь у нас 3. Здесь мы будем провязывать первый столбик, 2 столбика с накидом, раз, и сюда же 2. Далее 2 воздушные петельки, раз, два. Мы перепрыгиваем в рогаточку, вот так вот в арочку, провязываем 2 столбика с накидом, раз, сюда же 2. Далее 2 воздушные петельки, раз, два. И опять возвращаемся сюда же, провязываем 2 столбика с накидом, раз, два. Вот у нас получается как бы такой маленький веерочек, видите? Вот маленький аккуратненький веерочек. Дальше опять 2 воздушные петельки, раз, два. Перепрыгиваем в арочку нашего веерочка и провязываем, помните, да, у нас здесь было 4 столбика, 3 столбика, здесь будет опять 2 столбика. Уменьшаем. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом. 2 воздушные петельки и опять возвращаемся сюда же, раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Какая особенность данного ряда? Что вы провязываете везде, там где и веерочки, там где рогаточка, вы провязываете вот такие вот веерочки, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 2 столбика с накидом. Не сложно? Совсем не сложно. Опять 2 воздушные петельки и здесь точно так же 2 столбика, поняли, да? 2 воздушные петельки, 2 столбика. Угу. Все, давайте, несложный ряд самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, вот наш ряд с одинаковыми веерочками готов. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Получается 2 столбика, в последний столбик провязываем столбики с накидом. И потом такой, как бы, опять же, называем его кромочным, да? Все, на этом наш ряд закончился. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Смотрите, получается, сюда мы провязываем уже один столбик с накидом. Вот таким вот образом. Один столбик. Угу. То есть каждый раз у нас все меньше и меньше. 4, 3, 2, 1. 2 воздушные петельки. Раз, два. Если здесь заметите, у нас получается, смотрите, 1, да, по одному столбику, потом по 2 столбика. Теперь мы будем в арочку провязывать по 3 столбика. То есть в одном месте мы убавляем, в другом месте мы прибавляем. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки, возвращаемся и провязываем сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вот, поняли, да? Здесь убавляем, здесь, видите, четко видно, прибавляем. Опять 2 воздушные петельки, раз, два. И здесь у нас, помните, по 2 столбика было, значит, здесь будет по одному. То есть формируем рогаточку, столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки и столбик с накидом 2. Угу. Все, то есть дальше опять вы идете, провязываете 2 воздушные петельки, раз, два, и смотрим, видите, по одному столбику, по 2 столбика, значит, сейчас будем провязывать по 3 столбика, раз, два, три, 2 воздушные петельки, раз, два, и возвращаемся сюда же и провязываем раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Если для вас скорость большая, то вы можете в любой момент нажать либо на паузу, либо в настройках внизу, да, экранчика у вас находятся настройки, вы можете настроить скорость под ваше вязание. Угу. Все, давайте до конца ряда вот так и шагаем. Веерочек, рогатка, веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. А в конце ряда я вас встречу. Так, очередной ряд готов. Рогаточки с веерочками. И как мы заканчиваем ряд? Вот у нас один столбик с накидом и наш кромочный столбик мы сюда провязываем. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. И здесь будьте внимательны. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого получается 5 воздушных петелек. А теперь мы, смотрите, перепрыгиваем вот в наш веерочек. Вспоминаем, да? А по одному столбику, по 2 столбика, по 3 столбика. Теперь будет по 4 столбика. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом
3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять сюда же возвращаемся и провязываем 4 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2, 3 и 4. Угу. Вот такой вот большой веерочек. 2 воздушные петельки и перепрыгиваем. Вот у нас где была рогаточка, мы в эту рогатку провязываем за центр, вот видите, в арочку, всего лишь только 1 столбик с накидом. 2 воздушные петельки и в следующий веерочек вы опять провязываете по 4 столбика с накидом. То есть так вы уже вязали вот такой вот ряд. Он у нас самый первый, помните, по 4 столбика и 1 столбик с накидом. Единственное, что мы сместили теперь в шахматном порядке. Понятно? То есть здесь у нас будет большой веерочек из 4 столбиков, да, тут 1 столбик в рогаточку, по 4 столбика и в конце 1 столбик я вас здесь встречу. Договорились? Все, давайте повторяем первый ряд, просто смещен в шахматном порядке. Так, смотрите, вот получается наши веерочки большие, как здесь веерочки, да, и по одному столбику. Дальше, смотрите, мы будем, получается, веерочки убавлять, так, то есть мы сейчас их прибавляли, теперь будем обратно в таком же положении убавлять. А здесь получается наоборот, там, где у нас по одному столбику, мы будем прибавлять потихонечку, да, то есть повторять все наши рядочки, просто опять же в шахматном порядке. Итак, мы закончили ряд, вот наш 1 столбик с накидом. Итак, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Сюда же провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И там, где у нас веерочек был с 4 столбиков, мы в арочку провязываем веерочек из 3 столбиков. Раз, два, три. 2 воздушные петельки. И сюда же опять. Раз, два, 3. То есть уменьшаем наши веерочки. 2 воздушные петельки. И помним, да, там, где у нас был столбик, помните, вот такую рогаточку делали. Вот 2 столбика. И точно так же и здесь. Нырнули в столбик, провязали столбик с накидом, 2 воздушные петельки и опять вернулись сюда же, провязали столбик с накидом. Рогаточка. Все. Шагаем до конца ряда. Угу. Смотрите на второй ряд, повторяйте. Ничего сложного. Давайте. Так, вот такая красота у нас получается. Дальше опять, где веерочки еще больше уменьшаем, где рогаточка, наоборот, будем увеличивать. Так? Итак, здесь у нас получается, ну, пол рогаточки, 3 петельки подъема, раз, два, три, поворот, накид и сюда же, вот в этот же столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз, два. 2 воздушные петельки. Раз, два. Там, где веерочек из 3 столбиков, мы делаем веерочек из 2. Убавляем. Веерочки. Раз, два. Столбика с накидом. 2 воздушные петельки. И опять сюда же. Раз, два. Столбика с накидом. 2 воздушные петельки. Так. И вот получается у нас был столбик. Получается по одному столбику рогатка. Да. Теперь будет здесь у нас по 2 столбика. Помните, да, у нас точно такой уже был предыдущий ряд, там, где мы провязывали одинаковые веерочки по 2 столбика. Раз, два, 2 воздушные петельки и сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. Поняли, да? Все, то есть этот ряд у нас будет состоять из одинаковых веерочков по 2 столбика. Вот у нас такой же ряд был, третий. Угу. Все, до конца ряда сами. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот такая у нас красота получается, все больше и больше, да. И как мы заканчиваем здесь ряд? То есть мы провязали 2 столбика, так, и как бы наш кромочный третий, то же самое, в тот же столбик нырнули и провязали. Все, ряд наш закончен. Далее, поняли, да? То есть здесь мы, получается, все больше прибавляем, а там, где вот эти веерочки, мы будем все больше убавлять. Итак, 3 петельки подъема, поворот. И сюда же верхушку этого столбика провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. 2 воздушные петельки. Здесь помним, да, у нас было по 2 столбика, значит уже будет по одному, то есть обычная рогаточка. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки и вернулись сюда же, столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки.
И смотрим. У нас было по одному столбику, по 2, теперь будет по 3. Не сложно? Совсем не сложно. Раз, два, три. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки и опять сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Принцип понятен, да? Видите? Вот. Мы уменьшаем здесь, получается, а здесь уменьшили, теперь наоборот увеличиваем. Все, давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Так, вот провязали, получается, рогаточки с веерочками и заканчиваем ряд. То есть 3 столбика провязали с накидом и последний как бы кромочный, 4. И на этом наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема, поворот. И теперь мы с вами провязываем точь-в-точь, как самый-самый первый ряд. Поняли, да? То есть мы вернулись, получается, уже к самому первому ряду. Итак, верхушку этого же столбика провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. 2 воздушные петельки. Раз, два. И смотрите, там, где была рогатка, да, видите, все, мы уменьшили, получается. Вот. Начинали с одного столбика, увеличили все веерочки, потом уменьшили и закончили опять одним столбиком. Вернулись к первому ряду. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И вот в этот веерочек, получается, в арочку мы провязываем уже по 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. 2 воздушные петельки. И опять сюда же. Раз, два, три, 4. Поняли, да? То есть вот, видите? Вот опять наши 4 столбика. Вот они здесь были 4 столбика. Один столбик, вот он один столбик. Вот такие как бы, ну, сосульки, может быть, назовем их, да, листики. Или тут, наоборот, мы уменьшали и расширили. Опять вот он наш большой веерочек. Понятно? Все, то есть принцип несложный, вообще несложный. Я вам сюда прилагаю схемку. Схемка очень хорошего качества, очень читабельная. Те, кто умеет работать по схемке, посмотрите, проконтролируйте, ничего сложного. Те, кто не умеют читать по схемке, вот вы обязательно посмотрите, потому что ничего сложного в схемке нет. Вы, по крайней мере, увидите, где какие элементы как отмечаются, где воздушные, где столбики, да, и как непосредственно указываются, когда много столбиков за одну верхушечку. То есть вообще ничего сложного, вы увидите, что не так уж и сложно читать схемки. Ну давайте довяжем до конца ряда, да, посмотрим, что в итоге получится. Ну и так видно, что уже что все красиво. Давайте. Так, смотрите, вот такая вот красота по итогу получается. Так, то есть ничего сложного вообще, все рядочки повторяются. Сами по себе веерочки вязать несложно. Узорчик простой, узорчик легкий, узорчик ажурный. И можете вязать из любой пряжи. Из зимней, из демисезонной, из летней. Ну, из летней пряжи понятно, что это будут маечки, топики, да, юбочки, парео пляжные и так далее. Возможно, это будут интересные летние, так скажем, авоськи. Почему бы и нет, да, попробуйте, тоже поэкспериментируйте. Если это демисезонный вариант, то это интересные могут быть жилетки, это шарфики. А если это зимний вариант, то то же самое шарфики и снудики. Еще самое интересное, что не забывайте, узорчик можно поворачивать, да. То есть вы можете повернуть, у вас будут такие вот листики, или как назвать их, сосулечки, горизонтально. Вы можете веерочки опустить вниз, да, что интересно будет для юбочек, да. Вот, то есть пробуйте, экспериментируйте, пряжу берите любую, не только обязательно секционного окрашивания, она может быть однотонного окрашивания, она может быть меланжевая, то есть она может быть из любого состава. Вот в моем случае, да, из моего состава вот так вот тянется и вот так вот тянется. То есть из вашего, так скажем, ваши ниточки могут либо не тянуться, либо тянуться еще больше. То есть пробуйте, экспериментируйте. Принцип узорчика понятен? Понятен. Не сложно? Не сложно. Давайте замерим красоту сегодняшнюю. Итак, получается, ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, то здесь вот, сейчас мы выровняем, да, чуть-чуть, чтобы было поровнее. Это получается, ну, в среднем, так скажем, сантиметров 16, так. И здесь получается по рядочкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Берем за самую верхнюю, так скажем, точку. Это получается, ну, практически тоже 12, видите, вот, 11,5. Вот, несложно, несложно, красиво, красиво. Если вязали данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, нам будет интересно. Ну, а если не вязали, берите себе в копилочку, вдруг пригодится. Угу. Ну что, я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось.
Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик. Не забывайте, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.